В один из обычных июльских дней в Китае над бескрайними рисовыми полями пронесся черный вихрь. Этот мрачный и угрожающий феномен скоро стал знаком, который невозможно было игнорировать. Саранча, как смерч, накрыла фермерские угодья, унося с собой надежды на прибыльный урожай. Миллионы крестьян, работающих на этих полях, стояли на грани отчаяния. Его армия насекомых мгновенно пачками заползала в каждую щель, оставляя за собой лишь опустошенные участки, превращая когда-то плодородные земли в бесплодную пустыню. Это была настоящая катастрофа. Многие фермеры теряли все, что они взращивали в течение года, и вместе с тем свои надежды на будущее. Саранча – это не просто вредители, это хозяева поля, которые могут уничтожить урожай за считанные дни. Она паразитирует на культурах, причем не выбирает что-то сожрать. Поля, некогда полные жизни и надежды, сегодня выглядят мертвыми и безжизненными. В условиях такой угрозы шансы на успешное земледелие уменьшались с каждой новой неделей. Для миллионов китайских крестьян это было не просто препятствием, это угроза их национальной продовольственной безопасности и, казалось, безнадежная ситуация. Несмотря на большие усилия, пестициды, традиционные союзники фермеров, оказывались все более и более бессильны. С каждым новым ураганом саранчи химические вещества теряли свою эффективность и в конечном итоге оказались не только бездействующими, но и вредными для окружающей среды. Луга, пилотные фермы и ряды древних деревьев страдали от нежелательных последствий использования химических средств. Окружающая среда начала осыпаться, а поля окончательно херели под контролем саранчи. Исход был очевиден. Если не найти решения, мир стоял на пороге глобального продовольственного кризиса. Однако в Китае, как и в любой другой стране, всегда были свои методы борьбы с такими напастями. Древние китайские крестьяне на протяжении веков использовали уток для борьбы с саранчой. Эти простые, но удивительно эффективные создания казались настоящими героями полей. Утка могла за один день уничтожить более 200 насекомых, рыхля землю и удобряя ее своим экскрементом. Каждая утка не просто выкорчевывала насекомых, но и вносила в почву жизненно важные микроэлементы, делая ее более плодородной и способной к произрастанию. Фермеры начинали осознавать силу этого древнего метода. Утки действовали не в одиночку, а в организованных группах, словно армия, сражаясь с непрошенными врагами. Это создавало новое восприятие. Утки стали не просто способами контроля над вредителями, но настоящими партнерами фермеров. Именно в провинции Синьцзян подход оказался особенно действенным. Жаркий климат способствовал сконцентрированным усилиям уток, и они начали эффективно охотиться на саранчу. Эти пернатые союзники не только сохраняли урожай, но и помогали поддерживать здоровую экосистему. В то время как пестициды убивали все на своем пути, утки проявляли разумный подход к экосистеме, сохраняя разнообразие жизни на полях. Их присутствие становилось символом гармонии с природой, подчеркивая, насколько важен баланс и уважение к окружающей среде. С тем упомянутыми достоинствами в разных провинциях Китая были созданы настоящие батальоны уток. Фермеры делились друг с другом опытом, создавая специализированные группы, которые отправлялись на поля, где возникала угроза. Эти батальоны уток начали действовать организованно, внедряя новую стратегию борьбы. У каждого фермера была своя стратегия. Что-то вроде военной тактики, при которой утки перемещались по полям, сравниваясь с высокопрофессиональными военными подразделениями. Фермеры устанавливались в лагеря, где утки запускались в основные районы саранчи, создавая настоящие удары по их численности. Эти операции оказались более чем эффективными. 1000 уток за один день могла уничтожить до 200 тысяч насекомых. А сотни фермеров с удовлетворением наблюдали, как угроза, которая когда-то мучила их, обращается в пыль. Благодаря слаженным действиям они охотились вместе и не делили территорий, создавая прежний порядок и нормализуя свою жизнь.
В некоторых случаях пары фермеров даже занимались укрощением уток, обучая их охотиться и действовать слаженно. Разнообразие видов уток и их способность подстраиваться сделали этот подход успешным. Некоторые фермеры даже начали разрабатывать свои собственные методы привлечения уток, добавляя специальные корма и приманки, чтобы увеличить количество уничтоженных насекомых. Метод был не только эффективным, но и экологически безопасным. Утки не уничтожали полезные насекомые, тем самым сохраняя экосистему в целостности. Фермеры вели учет своих уток и направляли свои бригады так, чтобы не нарушать баланс природы. Это не был просто бой с саранчой. Это был процесс, в котором фермеры участвовали в жизни своих полей так глубоко, что стали частью их экосистемы. Сравнение с использованием химических веществ стало очевидным. Метод был более дешевым и экономически выгодным, что облегчало жизнь фермерам. Утки требовали небольшого ухода и корма, что снижало затраты. Кроме того, наличие уток на поле увеличивало привлекательность мест для туризма, привлекая внимание и удивление иностранных гостей. Это было не просто решение проблемы, это открывало новые возможности для всего региона. Местные общины начали осознавать преимущества устойчивого сельского хозяйства, что было шагом к новым маркерам успешности на фоне нарастающей экологической осведомленности. Введение уток в сельскохозяйственную практику стало не только средством борьбы с саранчой, но и источником дополнительного дохода. Фермеры начали разводить уток и образовывать кооперативы, сдавая своих пернатых в аренду соседям. Этим они получали не только прибыль, но и возможность поддержки друг друга. Эта взаимопомощь укрепляла связи внутри местных сообществ и создавала атмосферу взаимовыручки и сотрудничества. Власти, понимая важность этого метода, начали субсидировать разведение уток, что сделало его еще более доступным и привлекательным для фермеров по всей стране. Вместо того, чтобы тратить деньги на пестициды, которые неэффективны, они могли инвестировать в разведение уток, что породило новый рынок и новые рабочие места. Вариативность доходов изменила жизнь для многих. Теперь фермеры могли не только обеспечивать свои семьи, но и открывать возможности для образования и улучшения условий жизни. Некоторые фермеры даже начали проводить мастер-классы о технике разведения уток на местных ярмарках, обучая молодых людей новейшим методам устойчивого сельского хозяйства. Со временем китайская практика привлекла внимание других стран. Проект был признан примером успешного биологического контроля, и теперь африканские страны обсуждали возможность внедрения метода у себя. Всемирные организации ЗИИ-Кенийсти, занимающиеся сельским хозяйством и продовольствием, начали исследовать возможности интеграции этой практики в другие регионы с подобными проблемами. Это была не просто модная идея. Это была необходимость для всех, кто сталкивался с угрозами продовольственной безопасности. Китай стал примером устойчивого развития, показывая, что традиционные подходы могут стать основой для инновационных решений. Эти знания быстро распространились за пределы страны. Делегации из разных уголков мира приезжали, чтобы изучить философию пернатого контроля. Их посещения стали столь популярными, что некоторые фермеры даже начали развивать экотуризм, предлагая туристам возможность поучаствовать в уникальных сражениях с саранчой. Старые методы стали сосуществовать с современными технологиями, создавая удивительный баланс, который позволил сохранить уникальные традиции разных народов. Эти методы стали символом надежды и возможности для стран, страдающих от угрожающих факторов, таких как изменение климата, деградация почвы и нехватка ресурсов. Китайская история о том, как утки преодолевают саранчу, стала сегодня символом надежды в глобальном масштабе. Она напоминает о том, как важно уважать природу и использовать ее механизмы в своих интересах. Этот метод — настоящая находка, показывающая, что иногда гений может скрываться в простоте. Вместо того, чтобы разрабатывать сложные химические препараты, фермеры нашли решение в том, что всегда было рядом. Утилизация природных ресурсов становится не просто модным словечком, а реальным механизмом,
который может спасти миллионы жизней. Это философия, которая осмысляет существование человека в гармонии с окружающей средой, подчеркивая важность каждого элемента экосистемы. Применение уток как альтернативного средства борьбы с вредителями – это не просто метод, это стиль жизни, который вдохновляет фермеров по всему миру на новые свершения. Утка как символ устойчивого развития, как олицетворение природы и гармонии, становится примером для подражания и вдохновения для тех, кто ищет пути к устойчивому будущему. История китайских уток против саранчи – это больше, чем борьба за урожай. Это символ умения жить в гармонии с природой. Простое и элегантное решение, которое встроено в жизнь людей, вдохновляет на поиск инновационных подходов. Это напоминание о том, что природа может быть нашим лучшим союзником, если мы лишь научимся ее слышать и понимать. Традиционные практики, обладая огромной силой и мудростью, могут прокладывать путь к новым вершинам, обеспечивая будущее не только для человечества, но и для всей планеты.